Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции, и в этом видео мой глобальный прогноз по движению цены биткоина в ближайшие дни. Я рассмотрю два варианта, но это не вверх и вниз, как многие могут подумать. И вам, я думаю, это будет интересно, потому что всегда видеть глобальные движения цены очень важно даже для дейтрейдинга. Теперь посмотрим, какая у нас фигура формируется на данный момент. На часовом графике вот такие вот провести линии тренда. Раз. Линия сопротивления, да? И линия поддержки. Вот так вот. Примерно. Таким образом у нас появляется восходящий канал. В восходящем канале у нас может быть такое движение. Если считать это вот отсюда, примерно так, он может удариться, потом вернуться сюда, опять пойти выше, опять вернуться сюда, на эту линию поддержки. Пока так зафиксируем, продлим наши линии примерно. И дальше может быть такое. То есть отсюда он дойдет, может быть, сюда до середины и пойдет вниз. Потому что после восходящего канала часто идет у нас снижение. Это один такой вариант. Но опять же, вот эта вот линия поддержки, которая вот тут сформировалась, да, на уровне 59-60, она, в принципе, должна удержать цену. Вот. Но если мы посмотрим более глобально, на 4 часа, например, то таким образом у нас может быть сформирована или двойная вершина, или треугольник. Вот. Я, конечно, склоняюсь на то, что может быть треугольник. Треугольник является фигурой продолжения, и из-за постоянных позитивных новостей есть шанс, что пойдет цена все-таки вверх. Скорее всего, можно будет нарисовать его как-нибудь вот так. Давайте пока уберем эти линии. Как-нибудь вот так. И таким образом следующая возможная траектория у нас будет вот сюда. Раз. И пробитие. Вот такой вот есть тоже вариант. Соответственно, мы можем взять прошлый рисунок примерно, как мы рисовали, да, в восходящем канале. То есть, возможно, он будет чуть-чуть поуже и пойдет когда вниз, то все равно вы можете не пугаться, потому что он может нарисовать треугольник. Но смотрите, у нас это я нарисовала на 4 часа. Я надеюсь, вам так понятнее. Я попробую там другим цветом это сделать, зелененьким, например, чтобы было видно. То есть у нас в приоритете идет вообще треугольник.
треугольник это более масштабная фигура, которая формируется, ну, это больше похоже как на клин, да, который формируется при падении. Вот. При коррекции цены. Потом идет как бы проторговка с уменьшением диапазона и потом пробой вверх. Вот. Но прежде чем сделается треугольник, у нас идет восходящий канал, который я вам перед этим показала, в котором у нас будет несколько еще подъемов и спусков. Вот. Ну, еще есть возможность рассмотреть маловероятный, насколько мне кажется, вариант. Это у нас будет такой нисходящий канал, который тоже свидетельствует о пробое наверх, но он может быть более длительным. То есть в данном случае, мне кажется, все-таки, что будет треугольник, но если треугольник вот тут вот пробьется вниз, то тогда может быть вот такое движение. Значит, раз, два, три. И вот так, так, сюда. И потом уже вверх. Вот у меня есть вот такие вот модельки движения цены. Опять же повторюсь, это глобально на 4 часа. Если смотреть по срокам, то можно посмотреть, вот важный момент будет 7, даже не 7, 10 ноября. Это следующий, через неделю, да? Также вот тут вот 7 ноября важные дни. И если все-таки пойдет вниз, то уже вот тут 20 декабря, возможно, будет такой большой наверх. Опять же, смотря что формируется. Как я вам показала, из этого, и тут немножко ниже, да, из этой ситуации, которая сейчас формируется, у нас есть вот такие вот два варианта глобальных, то есть треугольник и нисходящий канал, флаг. А из более детального вот есть восходящий канал, который все-таки должен пробиться вниз и упереться в треугольник. Вот насчет нижней вот этой линии есть немножко сомнения, может быть ее чуть-чуть, может быть это будет чуть-чуть вот так вот выше. И точка тут важная, допустим, 61 700. Но глобально, в принципе, возможно только так, я вижу. Вот, поэтому я надеюсь, что при падениях в ближайшие дни, через неделю, вы не будете сильно паниковать, будете вовремя открывать лонги, может быть шорты. Опять же, повторюсь, наша информация является нашим опытом и не является прям руководством к действию. Каждый трейдер рисует по-своему, и вы рисуйте тоже эти линии, графики, понимаете, куда будет идти цена, и тогда вам будет легче ориентироваться и легче открывать ордера, никого в этом потом не обвиняя. Вот тут, кстати, я бы еще сейчас выровняю. Вот так вот, видите, очень часто сюда тыкалась цена, в эту линию, и возможно она тоже будет играть какую-то роль. Это уровень у нас 59 500 примерно. Вот. Все, всем спасибо за просмотр, всем удачной торговли. Насчет скальпинга, прогнозов ежедневных, пока у меня сейчас информации нет, но все равно вы должны для целей дневной торговли ориентироваться на глобальные движения цены,
чтобы спокойно открывать сделки. Не идите против тренда, следите за глобальными движениями. И всем удачной торговли. Пока-пока. Но все, кто досмотрели мой прогноз до конца, всем еще раз огромное спасибо. Вы классные.